Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, и в России началась ужасная мобилизация. Снова белый пух возле тополей кружится. Как мне нелегко без любви твоей служится. Сегодня у нас специальный выпуск, никакой культуры, никакого юмора. Простите, что такие печальные видео приходится записывать, но не мы эти новости создаем, мы их с вами обсуждаем и анализируем. Как вы понимаете, основная новость этой, а также, видимо, всех ближайших недель, возможно, месяцев, и, возможно, даже лет, это тот факт, что Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизация объявлена в нашей стране в третий раз за всю ее историю, и речь не только о Российской Федерации, но и о Советском Союзе и о Российской империи. Видимо, специальная военная операция идет настолько по плану, так мало погибших с российской стороны, такие героические подвиги высокоточным оружием были совершены доблестными воинами российской армии, что теперь на фронт нужно отправить еще неопределенное количество людей. Официально 300 тысяч, об этом сейчас еще поговорим. В третий раз, в первый раз в 2014 году, Первая мировая, второй раз в 1941 году была в России мобилизация в Советском Союзе. Ну, тут, понятно, идет Вторая мировая, начинается то, что в нашей историографии называется Великой Отечественной. И вот в третий раз нашелся такой мудрец, мастер-стратег, геополитик Владимир Путин, который объявил в России мобилизацию ради достижения своих геополитических целей. Теперь по поводу частичности мобилизации. Указ о мобилизации называется указ о частичной мобилизации. Рекомендую вам ознакомиться с подлинником, с первоисточником этого шедевра. Все-таки не каждый раз, как видите, мобилизацию-то у нас объявляют, на жизни каждого человека такого счастья, может, и не бывает. Документ короткий, и в самом тексте этого указа нет ничего, что напоминало бы нам о частичности. Путин объявил полноценную, нормальную мобилизацию, но заявил о том, что она является частичной. Это типичная такая хитрость, знаете, военная. Их там нет, значит, танки купили в военторге, и вот мобилизации тоже нету, а призывать будут, как Путин говорил, как Путин врал, по большому счету, и это уже сейчас понятно по прошествию там нескольких дней с начала этого события, призывать будут только тех, кто отслужил с военным опытом боевым и всякая прочая подобная чушь. Какую модель нам предлагает указ? В нем, во-первых, сообщается, что объявлена мобилизация, и ответственность за финансирование мобилизации лежит на правительстве Российской Федерации. Ну окей. Во-вторых, сообщается, что мобилизации подлежат военно обязанные граждане Российской Федерации без каких-либо уточнений. Вот никаких деталей, которые устно описывал и Путин, и Шойгу, в документе нету. И мне кажется, это сделано сознательно. Путин дал одно политическое послание гражданам, типа расслабьтесь, то была не война, это не мобилизация, это так, людей с боевым опытом куда-то там зовут, куда-то там тащат, они и сами, может быть, рады. В тексте документа сказано, что призвать можно по большому счету кого угодно. И мы сейчас обсудим, почему это так. Тут есть очень простая прагматика, почему документ составлен именно следующим образом. Дальше там заявляется, что мобилизованные приравниваются к контрактникам, а контрактникам, соответственно, теперь запрещено покидать ряды вооруженных сил Российской Федерации. А то, знаете, многие не хотели ехать убивать украинцев, а даже если приезжали, видели, что там происходит, и писали рапорт о том, что не хочу быть больше военнослужащим, и могли это сделать по законам Российской Федерации. 6 месяцев путинская армия на этом продержалась, но теперь этому положен конец. Теперь они все мобилизованные, обратного пути нету. В указе перечислено 3 причины, почему вы можете перестать быть военнослужащим в Российской Федерации в ходе мобилизации, если уж вы им являетесь. Это значит достижение предельного возраста, состояние здоровья, то есть ранение или тяжелая болезнь, либо, соответственно, приговор суда, связанный с лишением свободы. То есть, если у вас есть приговор суда, и он не связан с лишением свободы, то, пожалуйста, служите, воюйте, радуйтесь жизни, тем более, что вы знаете, параллельно Пригожин зэков набирает, и тоже всех это устраивает. Дальше начинается самое интересное в этом указе, и это модель мобилизации. Значит, ответственность за выполнение
мобилизационных мероприятий возложено на губернаторов. Это, в общем, не их профильная функция, это такой импровизация Владимира Путина, потому что понятно, что военкоматы все провалят, а вот губернатор у нас справится, губернатор у нас люди партийные, ответственные, они уже прививки проводили, выборы фальсифицировали, а теперь и тащить людей на фронт тоже смогут. Ну а заказчиком всего этого процесса является Министерство обороны. В указе есть пропущенный пункт номер 7. Сначала все думали, что просто составители указа такие тупые, что они пропустили всего 10 пунктов, но 7-го нету. После 6-го идет 8-й. Так вот, сначала все думали, что это просто, ну, как сказать, опечатка, да, по глупости в ППХ сделанная, но нет. Потом, значит, умные люди объяснили, что 7-й пункт засекречен. И потом эти же умные люди сказали, официально, да, сказал об этом Дмитрий Песков в частности, что в 7-м пункте как раз названа численность людей, которые подлежат в России мобилизации. То есть то число, которое Минобороны будет спускать в регионы по разнарядке на всю страну. Ну и, соответственно, вроде как, Песков так немного неуверенно об этом говорил, вот Шойгу сказал, что 300 тысяч будет призвано, ну, наверное, вероятно, скорее всего, именно это число там и имеется. Мы прямо накануне записи этого видео мы получили информацию, на мой взгляд, из достаточно надежного источника, который косвенно подтверждается другими фактами, в частности тем, что в регионах начинают набирать с прицелом явно, если сложить все регионы, сложить ту статистику, которую мы сейчас уже начинаем видеть, кажется, призвать хотят больше 300 тысяч. И наш источник заявил, что в 7-м пункте содержится совсем другая цифра, а именно 1 миллион человек. Ну, знаете, так, чтобы с запасом, если груз 200 будет слишком быстро приходить, значит, чтобы, в принципе, можно было все время восполнять следующими, не желающими воевать людьми эти фронтовые потери. Мгновенно после того, как мы опубликовали новость о миллионе человек в 7-м засекреченном пункте, мы, кстати, предлагаем всем, если у кого-то есть этот документ, он у нас с грифом секретно, не сверхсекретно, не особо секретно, не вот эти все супергриф, просто секретный документ, 7-й пункт, точнее, да, этого документа. Вот, и за разглашение секретной информации полагается в худшем случае административная ответственность. В общем, если у вас есть этот документ полностью, давайте попробуем его воспроизвести, напечатать, да и проверить, а сколько там все-таки, какая там цифра. Потому что мгновенно Песков тот же опроверг, что там больше 300 тысяч, что там миллион, по некоторым сведениям. И это была такая быстрая, знаете, реакция, что, кажется, это их задело за живое. А сколько все-таки там в 7-м пункте гражданам Российской Федерации нам с вами знать не положено, потому что, в общем, ну как бы не наше собачье дело. Да? Вот сколько из нас отправят умирать в Украину, это вы узнаете после того, как все это каким-то образом закончится. Тогда мы узнаем весь масштаб картины. По официальным данным, кстати, всего чуть меньше 6 тысяч российских военнослужащих погибло. При этом эти чудо-богатыри успели убить 60 тысяч украинцев. То есть примерно соотношение 1 к 10. Это все потому, что, знаете, у нас очень высокоточное оружие. И, в принципе, эти самые укронацисты с точки зрения российской пропаганды разбегаются от одного вида людей, которые были призваны в Российской Федерации, точнее, сначала отправлены на фронт, да, а потом призваны еще параллельно из ЛДНР, так называемых. Указ вступил в действие, мероприятия по призыву уже начались. Видны сразу такие национальные квоты. Особенный ужас творится, судя по всему, в Бурятии. Огромное количество людей попыталось туда в первый же день, очевидно, понимая, к чему все идет, выехать. Просто куда? В Монголию. С Монголией у нас, кажется, тоже безвизовый режим или какой-то ограниченный безвизовый режим. Всем рекомендую. И там оттуда просто из Бурятии приходит чудовищная информация о том, что там людей просто начинают пачками отправлять в военкоматы, врываться куда-то там по утрам в какие-то жилища, ну и так далее. Мы все это будем проверять, но выглядит так, что да, национальная квота. Вот эти ребята там, которых за полноценных россиян не считают, в Москве, по крайней мере, никогда не считали, вот они-то и пойдут воевать в первую очередь. Ну и в других регионах тоже есть разнарядки, и очень скоро мы увидим полную картину. Вот да, первые кадры того, как родственники, жены, матери прощаются с мужчинами, которых Путин отправляет убивать украинцев. Папа, пока!
Ну и мы сказали, что в указе про мобилизацию есть только одна категория людей, которых не призовут в соответствии с этим указом. Это сотрудники оборонных предприятий. Но есть же, наверное, какие-то еще счастливчики, которым фронт тоже не светит. Официально среди таких счастливчиков, согласно федеральному законодательству, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, которые, конечно, заняты очень важной ответственной работой, а именно они создают чудовищные законы, которые делают эту войну, эту мобилизацию возможными. Ну и тут много всяких есть приключений, да, то есть огромное количество депутатов заявило, что вот они рвутся на фронт, но, понимаете, такая ответственная работа совершенно невозможна. Как говорят, душой, значит, я там с вами на фронте, а телом я в столовой Государственной Думы. Цены там все еще невысокие, приятные для депутатского кармана. Депутат-единорос Евгений Федоров, один из главных безумцев этой Госдумы, не хочет на фронт. Он поясняет, что он должен остаться в Москве, чтобы изобличать иноагентов. Привет, Евгений. Так парламентарий ответил на вопрос о готовности мобилизации каналу «Можем объяснить» в телеграм-канале. Ну и таких ответов много, и депутат Вяткин что-то в этом духе сказал, и в общем все они большие молодцы. Володин заявил, что, кстати, что никакой брони у депутатов Госдумы нет. Он председатель этой самой Госдумы, Вячеслав Володин. Он заявил, что никакой брони у нас нету. Видимо, он просто не читает те законы, которые Госдума сама и принимает. Потому что если бы он читал их, он знал бы, что бронь у них есть. Замечательная история произошла с сыном Дмитрия Пескова, очень уважаемым, респектабельным молодым человеком, который сам себя в третьем лице называет господин Песков. Значит, ну вот, представившись военкомом, сотрудником военкомата, Пескова попросили прийти в военкомат. Он отказался, сослался, что есть определенные политические нюансы. Если вы знаете, с кем вы говорите, то вы понимаете, сказал господин Песков, что решать этот вопрос я буду на другом уровне, и там меня быть не должно. Здравствуйте, Николай. Это военный комиссариат с вами разговаривает. Вы сейчас можете говорить? Зачем вы мне звоните, еще мне говорите, подождите немного. Потому что, господин Николай Песков, я могу с вами так разговаривать. Значит, я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка. Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков, Да. насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Что за уровень, извините? Всем военным комиссариатам. Почему угроза? Почему угроза? Ну, вы говорите, что на каком-то Мне уровне надо собираетесь решать. посоветоваться. Угу. Мне надо понять вот вообще вот что происходит и на какие у меня есть права. Происходит мобилизация, Николай. Это такой классический, это просто, знаете, такой карикатура. Вот сколько было советских каких-то фильмов, книг про то, как империалистические войны ведутся руками крестьян и рабочих, такими омерзительными, зажравшимися сволочами, которые в это время отдыхают, ну где у нас теперь отдыхают, в Геленджике. И вот все сбылось. В тот же день спонтанно прошли акции протеста. Очень страшно смотреть, больно смотреть на людей, на девчонок, на молодых парней, которые безоружные вышли против этих, значит, упырей с палками, дубинками, хорошо экипированными. Кстати, гораздо лучше, по крайней мере в Москве, ОМОН экипирован, чем солдаты российские на фронте. Видимо, протестующие страшнее, чем ВСУ для кого-то, по крайней мере, ближе к начальству, больше для них угрозы представляют. Ну и вот тысячи людей в разных российских городах вышли на протесты. Всем им грозит черт знает что, то ли отправка на тот самый фронт принудительная молодым людям, то ли ну, просто какое-то насилие в полицейских участках, то ли уголовные сроки, мы не знаем. И это, конечно, безумная храбрость и безумное отчаяние в России 2022 года, которая ведет эту войну 7 месяцев, выходить на такие протесты, понимая, что ты, в общем, сейчас, по крайней мере, ты обречен. Что дальше с протестами будет, мы будем смотреть и будем стараться анализировать, есть ли здесь какой-то переломный момент, потому что, конечно, есть ощущение, что поскольку популярный путинизм кончился, начался путинизм на штыках, то количество недовольных, по крайней мере, на кухнях, в каких-то частных разговорах очень резко выросло. Все думали, что война — это где-то далеко и называется СВО, а на самом деле война — это то, что сейчас в каждый российский дом приходит, и на этой войне тебя могут убить.
И, опять же, зачем это нужно, никому не ясно. Есть политический вопрос, политическое измерение всего этого. Во-первых, почему Путин на это пошел? И, во-вторых, насколько это опасно, и насколько мобилизация, насколько это опасно для самих кремлевских обитателей, и насколько мобилизация будет эффективной. Мне кажется, есть несколько причин, почему Путин мог на это пойти. Ну, во-первых, только что прошли в России выборы, на которых особенно никто не обратил внимания, но все губернаторы, которые в них участвовали, единороссы, уверенно победили. А также муниципальные выборы, региональные выборы проходили, везде «Единая Россия» демонстрировала блестящие результаты. Я думаю, что Владимир Путин считает, что он популярный политик, и его войну действительно многие поддерживают и готовы умереть за его геополитические идеи. Это, конечно, мир иллюзий, очень скоро пропаганда с этим столкнется. Я думаю, что скоро последуют новые цензурные запретительные законы, что-то вроде, знаете, запрета дискредитации, мобилизации. Тут бесконечный набор вот этих латинизированных слов, куда только смотрят блюстители русского языка, патриоты, славянофилы. Во-вторых, мне кажется, что до Владимира Путина сумели донести мысль, что той группировкой войск, которую он хотел захватить Украину в феврале, захватить ее не получится, а очень хочется. И это желание такое сильное, знаете, желание победить в этой захватнической войне такое сильное, такое острое, такое жгущее его изнутри, что он готов, в принципе, своим народом, как в таких классических, да, антиимпериалистических, антикапиталистических фильмах, он готов как угодно всеми этими людьми распоряжаться, отправить их на убой, ну, для того, чтобы ему не было грустно, для того, чтобы все было в порядке, чтобы у Владимира Путина было хорошее настроение. Проигрывать не хочется, терять свою власть не хочется, поэтому все должны умереть. Так вот, мне кажется, здесь еще одна причина, почему Путин мог на это пойти, потому что он сам себя убедил или его убедили в том, что это на самом деле не мобилизация, а так какая-то такая вот, частичная мобилизация. Знаете, так, мобилизовались на полшишечки, если говорить языком, понятным нашему президенту. Это замечательная штука, на которую сейчас давит пропаганда. Пропаганда, как мы выяснили, это никакого отношения не имеет к реальности. В реальности никаких ограничений на мобилизацию нету. Но Путин в своей речи сказал, что, ребята, все будет в порядке, просто там немножко еще пойдете повоюете. Как будто бы это все продолжение такого старого доброго путинизма, когда Путин всем раздавал эти самые пособия, материнские капиталы, 10 тысяч рублей, и кто-то его любил и говорил, вот посмотрите, какая у нас прекрасная стабильность, хорошие торговые центры, и можно еще в Турции отдохнуть, а кроме того, мы живем в самой великой стране в мире, и это все сделал он, Владимир Путин. Вот мне представляется, что решение об этой мобилизации – это конец путинизма, как мы его знали, это перерождение путинизма во что-то другое, потому что популярных решений у президента России больше не осталось. Все, что он может делать, это силой тащить своих граждан на войну, обещая им взамен вечную память и белую ладу для их родственников. Эта власть построена исключительно на насилии, так же, как власть Александра Лукашенко, такого друга-врага Владимира Путина на постсоветском пространстве. И это, конечно, сценарий, который ничем хорошим никогда ни для кого не заканчивается. Такой билет в один конец, довольно очевидный заголовок, который мы дали истории про мобилизацию, одному из наших текстов. Ну, понятно, в данном случае имеется в виду военный билет, который вас приводит в могилу. Российское государство во главе с Владимиром Путиным – это своего рода машина по производству насилия, горя, печали, трагедий в человеческих жизнях, в семьях. И посмотрите на эти кадры из Хабаровска. Какая-то довольно глубокая ночь, сумерки, и люди стоят в аэропорту для того, чтобы их загрузили в военный самолет. Вести призывников, да, мобилизованных из Хабаровска долго и дорого, но вот российское государство справляется. И людей вот таким образом отправляет. Это нам кое-что напоминает. Тополь распустил ветви над рекой сильные.
Ну, на этом фоне еще, на самом деле, у украинцев продолжаются победы. В данном случае победы на информационном фронте. Никто из российской пропаганды так и не понял, что случилось. В общем, всех тех защитников Азовстали из полка Азов, которые в России считаются официально неонацистами и которых призывали сначала посадить в клетки для показательного суда над этими преступниками в ДНР, в Мариуполе, а потом, значит, расстрелять их, повесить, и сжечь и четвертовать. Вот всех этих людей взяли и выпустили в обмен на неназванных 55 российских военнослужащих. По всей видимости, там был какой-то серьезный улов. Во время того, когда российская армия бежала из Харьковской области, были захвачены, как я предполагаю, высокопоставленные офицеры российской армии в том числе. Ну и на Медведчука, на великого человека, вот такого друга Путина. Видимо, он очень важным оказался. Азовсталь теперь, командиры Азовстали теперь будут в Турции отдыхать, буквально, причем под защитой, личными обязательствами, поручительствами Эрдогана. Ну а все остальные, видимо, смогут вернуться на фронт и продолжить сражаться и защищать Украину. Это большая победа президента Зеленского. Он обещал, что защитники Азовстали будут на свободе, вернутся домой. И он свое слово сдержал. Российская пропаганда месяцами врала, что это никогда не случится, потому что все они неонацисты. Даже тех приговоренных, кстати, так называемых иностранных наемников, которых собирались казнить в ДНР, даже их тоже Украине вернули. Вот так наша пропаганда держит свои обещания. Это отдельная тема, и мобилизации быть не должно, и студентов не будут призывать, и все ограничится людьми с боевым опытом. И Азовсталь никто никогда не вернет Украине. Будем судить, говорили они. Ну и напоследок. В мае Путин говорил, что никакой мобилизации в России не будет. Все будет замечательно, мы быстро победим. Это наша любимая специальная военная операция. Она так дорога сердцу российского президента. Он врал, как обычно. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. И вы знаете, обычно считается, что у журналистов есть одна задача — описывать реальность и давать факты. Я, в принципе, с этим согласен. Но если вы спросите моего личного мнения, я считаю, что наш народ российский должен сделать все, чтобы эта позорная война провалилась, закончилась как можно раньше, и на этом позорном фронте погибло как можно меньше людей. Наверное, долг каждого россиянина сейчас, по-настоящему патриотический высокий долг и перед своими родными, и перед своей страной, и перед всем миром, это откосить. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас, пожалуйста. У вас есть возможность поставить лайк, подписаться на канал и стать нашим донором на Бусти. Ссылка в описании к этому видео. До встречи на следующей неделе. Трудно сказать, будет ли она лучше, чем предыдущая.